Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас продолжение урока по винтажному комплекту стиль барокко. Сегодня я покажу, как оформить форму шар. У меня это 7 сантиметров диаметр, 8 и 6. В прошлом видео мы украшали с вами вот эту форму. Ссылку я оставлю. Для сегодняшней работы мне понадобятся сами шары разного диаметра. Глину буду использовать, молды, старые остатки полубус. В принципе, все то же самое, что мы использовали в прошлом уроке, когда декорировали вот эту форму. И еще раз покажу, как крепить вешалку. Я использую ленту 3 мм и длина у меня 20 сантиметров. Беру колпачок и одеваю два края в колпачок. И завязываю узелок. Я воспользуюсь пинцетом. Вот таким образом. Беру заготовку, накрываю колпачок и беру вешалку. Зажимаю ее. Так, не зажимается. Неудобно одной рукой. И теперь вставляю в середину и вытаскиваю вешалку. Вешалка и так держится хорошо, но я дополнительно закреплю ее. Я воспользуюсь грунтом. Вот у меня белый акриловый грунт. И немного вот так вот. Ой, извините. Перевернулась. Бывает. Нанесу грунт и накрою все колпачком. Немного прижму и даю закрепиться. Отправляю подсыхать и пока подготовлю лепнину. Я использую глину Do and Dry от Крел. Глина скоро у меня будет в наличии. И можно использовать разные молды. Для начала я заполню вот этот молд. Я беру немного глины и хорошо разминаю ее в руках. И заполняю. Беру молд и просто заполняю пальцами. Глина хорошо заполняется. И продолжаю заполнять. Я заполнила молд. Теперь беру немного воды и смазываю глину вот так сверху. Еще раз надавливаю пальцами, чтобы все у меня, все мелкие детали, все заполнилось. Беру кредитную карточку или что-нибудь, чтобы вот так ровно все лишнее убрать. Где надо, добавляем. Где не надо, убираем. И продолжаем работу. Зачищаем все вот эти края. Если надо, еще чуть-чуть водички, чтобы у нас все скользило. И зачищаем полностью весь молд. Продолжаем работу. Молд у меня зачищен. Переворачиваю и вытаскиваю лепнину. Я прямо вот так выворачиваю молд, чтобы у меня все аккуратненько вытащилось. Заготовку я поместила в стакан, чтобы стабильно она у меня лежала. И молд я покрываю грунтом. Белый грунт. Вот. Мы уже с вами работали в прошлом видео с ним. И вот наношу прямо кисточкой на молд, на заготовку глиняную. Вот таким образом. И сейчас все подклею. Очень хорошо все приклеивается на грунт. Так, убираем. Можно это сделать вот так даже. И переворачиваем. Можно все поправить. И вот так все приклеить. И вот что у нас получается. И в декоре я буду использовать те же полубусины, что и использовала в прошлый раз. Нанесу на заготовку грунт. Я соединю вот эти стороны. Вот делаю такую вот дорожку.
и подклею полубусины. Как я уже говорила в предыдущем видео, все очень хорошо держится на грунте. И клей не нужен. И лишнее подрезаю. И также соединю вот эти края. Вот что у меня получилось. И пока отправляю сушиться. Подготовлю еще лепнину. Я подготовила еще одну лепнину, но эту лепнину я разделю вот на части. Вырежу отдельные элементы, которые мне нужны. И каждый элемент подклею на заготовку. Так, аккуратненько положу. Беру глину, наношу клей, грунт. И подклеиваю вот сюда. Вот таким образом. И так подклеиваю со всех 4 сторон. Один шар у меня почти украшен. Дам всему закрепиться и затем нанесу грунт и оформлю макушку, пока его отложу. Для маленького шара я использую вот этот молд и склею 3 элемента вместе с небольшим расстоянием. Также наношу грунт и все подклеиваю. И пока все свежее, все можно двигать. И подклею 3-й элемент. У меня получился красиво задекорированный шар и оформлена макушка. И большой шар я также буду использовать этот молд. Между вот одним целым я расположила отдельные части и снова подрезала еще один кусочек, еще один элемент и вот так подклеиваю. Вот что у меня получается. И отправляю все сушиться. Мои заготовки подсохли немного, и теперь я могу дальше украшать. И я также беру полубусины, вот отмеряю, сколько мне надо, вот соединяю все вот эти к серединке. Наношу грунт, как я уже говорила, я все подклеиваю на грунт. Все очень хорошо держится. И просто наношу, вот так приклеиваю полубусины. И вот что у меня получается. И продолжаю работу. Оформляю так все шары. Мои шары почти задекорированы. И сейчас я просто беру и покрываю грунтом все. Можно было предварительно покрасить, чтобы вот сюда не подлезать. Но я затем все равно все покрашу основной краской, поэтому тут ничего страшного нету. И просто наношу грунт. Можно и сюда. И все подкрашиваю. И затем отправляю сушиться. У меня все подсохло. Теперь беру моделирующую пасту или структурную пасту и наношу ее вот прямо вот такими вот движениями краем кисточки, чтобы создать неровности. Также нанесу сюда. И продолжаю работу. И затем отправляю все сушиться. Мои заготовки подсохли. И теперь я беру краску. Она у меня с перламутром. Можно использовать любую акриловую краску. И просто кисточкой все подкрашиваю. Подкрашиваю все. Абсолютно. И лепнину, и саму заготовку. Мы с вами уже это делали. Я показывала на предыдущей заготовке, но раз я уже делаю это, все равно вам покажу. Лишний раз не помешает. И закрашиваю абсолютно все. Продолжаю работу.
Мои шары подсохли, краска. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться, красите 1 или 2 раза. И вот у меня такая краска металлизированная, она на водной основе, можно использовать любую акриловую краску. И я беру немного краски, вот так размазываю, растушевываю, беру спонжик и вот так же краски оставляю совсем чуть-чуть. И теперь вот так наношу краску на лепнину. И не только, на все, что я подклеила. И немного добавлю краски еще вот так на саму заготовку. Чтобы усилить более такой яркий эффект, можно добавить вот так вокруг краски и сейчас все растушевать. Лишнее убрать. И у нас получится вот такой эффект. Продолжаем работу. Моя заготовка подсохла, и сейчас я буду красить ее золотой краской. Можно краску напшикать вот сюда, и затем кисточкой я использую спонжик. Сейчас отложу заготовку и попробую вам показать. Я беру спонжик, встряхиваю краску вот так на спонжик и затем на заготовку. Я покрасила свои заготовки и украсила стразами. Можно этого не делать, но мне захотелось добавить немного блеска. И вот что у меня получилось. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Творческих успехов вам и до скорой встречи на канале. Будет продолжение урока.